Всем привет, меня зовут Иван, я приехал из поселка городского типа в Черкасской области, с Маньковки. Приехал просто получить удовольствие от поединка, попробовать себя, кайфануть. Мое преимущество в том, что я адаптируюсь по ходу боя, мой характер скажет сам за себя. Я готовился к бою в городе Умань, подготовка была в принципе неплохой. Можно было бы лучше, но спасибо ребятам. Ребята все старались, помогли, чем могли. Надеюсь, не подведу. Мой настрой на бой очень решительно. Хочу показать все, что я могу. А сопернику желаю здоровья, без травм. Не бей сильно, иначе отдача ждет. Всем привет, меня зовут Виктор Евтюшкин, я приехал с города Героя Чугуева, Харьковская область. Приехал я сюда с целью, чтобы вернуться в спорт после травмы серьезной. Поэтому голые кулаки – это шаг такой, чтобы для моего возвращения. Мое преимущество, я думаю, многие увидят мой коронный левый боковой. Для подготовки времени было очень мало, но все это время мы занимались. Настрой хороший, того же желаю всем спортсменам. Самое главное, без травм и хороших поединков. Наш следующий поединок. И поприветствуем первого бойца. Лановенко Иван по прозвищу Воин. Его рост 183, вес 84, и ему 30 лет. Ваня приехал к нам из поселка городского типа Маньковка, Черкасская область. Является КМСом по боксу. Также занимался самбо и тайским боксом. Как и многие дебютанты в нашей организации, давайте поддержим Ивана. И представим его оппонента. Евтюшкин Виктор по прозвищу Витя Маури. Витя приехал из города Чугуев. Его рост 169, вес 84. Ему также 30 лет. Является КМСом по боксу и КМСом по ММА. Оказывается, Витя экс-депутат, депутат Чугуевского городского совета. На данный момент работает тренером. У него сегодня также дебют, поэтому давайте поддержим Витю. Бойцы на середину. Первое сразу предупреждаю, так как вы владеете разной техникой, мы забываем про нее. Клинч только боксерский, сильно давать его не будут. Красивый, честный, кулачный бой. Напоминаю, затылочный, височный, поясничный отдел мы не бьем. Никаких низких уклонов, потому что будет прилетать затылок. Это будет вам для вас неприятно. Ну и, собственно, слушаем мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Ок, пожали руки.
Судьи готовы? Готовы? Первый раунд, время, бой! Так, дорогие друзья, в желтых тейпах у нас Воин. В черных тейпах у нас Витя Маури. О, с первого джеба сразу отправляет нокдаун Виктор. 3, На секундочку, депутаты 4, так умеют делать. 5. Бой! Но сейчас, смотри, Воин встал. И посмотрим. Посмотри, как передвигается хорошо на ногах Витя. Витя, да, несмотря на вес. Вес. Сейчас уже, да, конечно, хотел на скачке. 1-1 такой. Такой легкий нокдаун. Хотел Витя на скачке закинуть боковой левый, но сам наткнулся на встречные удары и немного оступился. Также хороший боковой сильные удары у Воина. У Воина, да. И отличная боковуха Витя хорошо закидывает. бьет, Витя Да, хорошо закидывает бьет. боковую, вновь по корпусу не достает. А вот если бы этим ударом боковым бы достал, то было бы плохо. Размах... По Мне корпусу кажется, у залетел Воина удар. размах рук намного больше, да, чем Намного у Вити, да? больше, да, ему нужно держать на дистанции. Ну, Но блин, у какие таких, колотухи. у таких ребят, как Витя, боковые удары это Очень, просто очень сильно. похоронные. Если смотри, ты видишь попал, передний боковой попадает. попал, я так понимаю, что там уже что-то с носом у Воина. Витя Сейчас ждет. пока выжидает момент Виктор. Хорошо двигается на ногах Виктор. Да, и Виктор боковой очень удар, он хорошо. закидывает, будь здоров, оверхенд залетает. Ой, И Витя очень тяжелый боец. В плане ударов. ударов, и в плане к нему подобраться не так-то легко. Видишь, он хоть не ниже ростом, но рвет дистанцию, очень сближается очень быстро. И вот этот его оверхенд, эти его боковые удары, конечно, они доставляют. Пытался сейчас сработать Воин апперкотом, но немного не получилось. Но Витя сработал, опять но попадает. Да, Витя сам наткнулся на апперкот, но запустил боковой. Запустил сразу же боковой и попал. Это было хлестко. И еще одно попадание слева от Вити. И сейчас Первый раунд. Да ты что? И сейчас Воина спасает только перерыв. Он очень быстрый. Ну, на удивление, он очень быстрый. У него этот боковой вылетает незаметно. Казалось бы, он такой немного сельский, но вылетает он не из-за жопы. Оверхенд вот это, такой, да. конечно, хорошая тема. — 10 секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд, время. Бой! Так, дорогие друзья, второй раунд. В желтых тейпах Воин. В черных тейпах Виктор Маури. Правильно ж назвал? Экс-депутат, правильно, да. Экс-депутат. Мы будем его называть экс-депутат. На самом деле Виктор Маури хорошо показал первый раунд. Посмотрим, что проявит, как себя проявит. И вновь Отлично, натыкается они на передний боковой. обмениваются, Да. обменялись ударами, ребята. Ой, пошел вперед, сейчас Виктор не Маури теряться, тут не пропускает, теряться. провалился. Воин его немного настиг в этом эпизоде. Стоп, стоп. И если я так понимаю, попадание Челюсть. что-то с челюстью, да? Что-то, да, с челюстью произошло. Все. Все, остановка. Остановка и досрочная победа во втором раунде Воина.
В данном поединке отказом угла победу одержал Лановенко Иван по прозвищу Воин. Пожали руки. Отличный дебют, ребята, молодцы. Витя, говорить можешь? Спасибо тебе большое. Показал яркий, зрелищный бой. Скажи несколько слов, пожалуйста. Всем привет, друзья. Фу. Ваня молодец. Попал, жестко попал. Что такое ощущение, как будто бы, наверное, зуб там отвалился херово. Ну, может быть, наверное, да, как ничего. Ну что, ребят, я поздравляю Ваньку. Он чемпион. Вот. Выиграл этот бой. Я вам хочу сказать одно. Мне уже не 20 лет, мне 30 лет, я как человек состоялся в жизни. Поэтому меньше травматизма хотелось бы. А сюда я вышел чисто из-за одного момента. Буквально 1,5 года назад я попал в сильную аварию. И меня оторвало голеностоп. Сейчас у меня нога практически там на 50% не работает. Ну, это херня. И для меня это просто было, как знаете, как вызов самому себе. Выйти сюда и показать, что я еще все-таки что-то могу. Потому что полгода лежал и понял, что, блядь, неужели я овощем останусь? Но, ребят, времени было мало на подготовку. Буквально сколько тут, 2,5 недели. А хочу сказать, что еще 4 числа я хорошенько выпивал, отдыхал с друзьями. Поэтому вот, что же получилось, то получилось. Ванька молодец, я видел, что он именно этим горит, чего-то хочет этим для себя доказать. И, ребят, я хочу сказать, что каждый, кто сюда выходит, он уже для себя чемпион. Потому что не каждый сюда выйдет, поверьте мне на слово. Вот. И еще буквально пару слов, все. Большущее, огромное спасибо этой организации, которая такое проводит мероприятие. Это здорово. Во-первых, это очень сильно популяризирует спорт. В любом случае, в том, что молодежь может реально выходить своим мастерством, зарабатывать деньги. Пусть они пока маленькие, но я думаю, они же будут расти гонорары, да? Вот. Ну, если будет расти гонорар, я тут вообще выступать. Но надо подготовиться нормально. Так что, друзья, всем спорт. И просто будьте здоровы и цените окружающих, которые рядом с вами. Всем Уважение большое Виктору. Большущее. С большой буквы мужчина. Да. Это первый человек, который подарил мне такие ощущения. Я вышел, сижу на заднице. Первый раз. Блин, это было круто. Я не подняться, знаешь. Да, я тоже. Спасибо. Слушайте, после последних событий в моей жизни у меня много чего поменялось. Я в один момент просто решил выйти. Неважно, как будет. Я 6 лет не выступал, ничего, не тренировался, именно не боксировал. Мне хотелось себя протестировать и понять, на что я способен. Я понимаю, что техника, я подтяну ее. Дух у меня есть, я это чувствую. Я чувствую, что я могу драться, вставать, подниматься. Это как... Я будто потерял девственность, первый раз упал. Короче, очень красава. А у меня сегодня спрашивали, какие твои, твои эти... Я говорю, ребят, я сегодня покажу вам свою корону или боковой. Слушай, но я же держал его дальше. Я восстановился. Все очень четко. Я хочу это повторить. Вся красота. Оба бойца молодцы. Пример для подрастающего поколения. Вот драка, на самом деле, такие мужики дрались. Молодцы. И какое уважение, достойный пример для молодежи. Заслуживают бонуса за такой отличный поединок. Прежде чем дать... Давайте ще скажемо українською. І це майже MGM Раунд, любі друзі. Сьогодні ми стали свідками визначної події, яка відбувається удруге у Києві. Махач. Залишайтесь, буде гаряче. Ваня еще хочет добавить. Это был реально яркий, красивый бой. Вот. И главное, самый позитивный пока. Ребята молодцы. Просто уважуха. Мне просто, если честно, хочется продолжения. Вот реально, как будто чего-то не хватает, нужно еще. Поэтому, надеюсь, еще их увидим.
Витька депутат, красавчик, просто настоящий воин. Реально зарядил энергией, такой позитивом, классный бой показал. Он говорит, мне ж не 20 лет, но он может дать еще любому 20-летнему спортсмену фору. Поэтому пускай он еще, он говорит, что он вернется, когда гонорары подрастут. Я скинусь тоже, если надо будет, на депутатский. Хотелось бы посмотреть. Да. В казну, так сказать, скинуться. Спасибо нашим членам жюри. Всех любителей драк приветствую. Меня зовут Илья. Моя фамилия Сосоев. Мне 21 год, и я из города Шостки. Я приехал убедиться в том, что я действительно воин. Я не зря готовился, не зря занимался спортом всю жизнь. Я хочу показать хороший бой, одержать уверенную победу, возможно, заработать хайп и как-то прославиться, заработать денег для себя. Я считаю своим преимуществом в бою то, что я очень хорошо работаю на ногах. Этот момент я не использовал в своем дебюте неудачном, но в этот раз я знаю, что мои ноги меня не подведут. Скорость у ворота туловища, скорость работы моих джепов. Я буду уверен в своих ногах, в скорости передвижения. В принципе, я готов. После первого дебюта у меня был месяц подготовки к этому бою. Все это время я потратил на усиление своей выносливости. Я занимался своими ногами, на что я, в принципе, и делаю ставку. И я работал с ребятами в спаррингах, которые намного мощнее меня. Настрой на этот бой у меня очень уверенный. Я пришел за победой, ведь от этого боя зависит мое будущее. Я для этого все сделаю, чтобы забрать свою победу, ведь она уже моя. Здравствуйте, меня зовут Амир, мне 19 лет, я из Одесской области, занимаюсь тайским боксом. Приехал сюда с целью драться и побеждать. Мое преимущество — сила духа, готовился к бою за 2 недели. Настрой на бой отличный, спасибо организаторам за такую возможность. И встречаем наших следующих бойцов. Сысоев Илья, он же Бурый. Илья приехал к нам из города Шостка. Его рост 180, вес 72, и ему 21 год. Является также звездой нашей организации и звездой Шостки, как и Павлов Паша. Профессионально занимается более 8 лет различными единоборствами. В первом турнире одержал поражение в поединке с Тершаком Григорием по прозвищу Гриша. Сегодня он надеется показать себя и одержать победу. Давайте его поддержим. А вот теперь улыбнись. Правый ухо. Встречаем его оппонента Аракелян Амирбек. Дебютант в нашей организации. Его рост 179, вес 72, и ему 19 лет. Амирбек из поселка Незаможное Одесской области. КМС по тайскому боксу. 3-кратный чемпион международных турниров, 2-кратный чемпион Украины. Как настоящий боец не обходился без драк на улице. Ожидает сегодня показать яркий и зрелищный бой. Давайте поддержим бойца. Бойцы на середину. Вижу у вас заряд, запал. Обязательно его направить в нужное русло. Красивый, честный, кулачный бой. Ныряем аккуратненько, вы видели по предыдущим боям. Получается, что бьют прямой, попадают в затылок. Затылочный, височный, позвоночный столб мы не бьем. Никаких борцовских техник и прихватов, никаких ног.
только кулачный бой. Слушаем мои команды, выполняем их. После команды «Сток» не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Готовы? Первый раунд. Время. Бой! Так, дорогие друзья, в желтых тейпах у нас Бурый. В черных тейпах у нас Аракелян, Амирбек, дебютант. И отлично он встретил, кстати. Да, отличная встреча. Хороший джеб был. Да, пока так пристреливаются бойцы. Но я тебе хочу сказать, Аракелян уже так... Стоящий нокдаун, но просто два тяжелейших удара залетели прямо в челюсть. 4, 5, 6, думай, 7, 8. Бой! Бой продолжается, и опять вперед пошел. Отвечает, бой! Он понимает, какой камбэк, давай! Да, надо возвращать. Ребята, прям дал 5 тюню от души. Прям готовы зарубиться и попадать. Да, сейчас. Бурый что-то делать невероятное после такого. Он открыто собрался. сильно идет с открытым забралом, Да, конечно, пропускает навстречу удар от Аракеляна. Бой! Да, Аракелян сейчас почувствовал, но... Сможет ли он пролезть? Отлично, хорошо, опять вперед идет. Прет как танк просто. Бурый, на то и бурый. Есть, да, шишка, как ты сказал, на виске. Да. Еще одно тяжелейшее попадание. Затылок получил, там немного закинул. Такие самые шатающие удары. Да. Прям... Ох, и хорошо, Бурый продолжает давать отпор. Ну, Аракелян более собранный, конечно, но Бурый прет как танк. Да, руки выше, конечно, бойцам нужно поднять. Вот услышали они своих секундантов. Да, оба бойца. Еще один удар в челюсть. И отлично. Бурый хорошо держит удар. Пропускает, прям пропускает, слушай. но и отдает. Нереальная заруба. Последние 10 секунд, дорогие друзья, бойцы. Опять пропускает Бурый, левый. Как он встречает, как Аракелян встречает Бурова. Очень сильно. Надо отдать должное, Бурый просто с остальными После яйцами. такого нокдауна, стоящий, блядь, бу-бу, прилетает. Проходит буквально 4 секунды, собирается и в атаку. И в атаку идет, ударов отдает. 5 где-то сделал. Нам рефери запрашивает врача. На оглашение, ребят. Остановкой угла в данном поединке победу одержал Аракелян Амирбек. Макс, у тебя тоже были мурашки, когда он, да, рычал? Да, у меня по спине пробежали. Фил, то же самое.
Отличный поединок, отличный дебют и отличный характер и сила воли у Ильи Сысоева по прозвищу Бурый. Илюха, ты красавчик. Скажи, пожалуйста, несколько слов, чего тебе не хватило. Знаете, что я скажу, чего мне не хватило? Мне не хватило внимательности. И знаете, я, как всегда, могу сказать что-то очень красивое, если вы захотите. Больше шуму. Шуму больше! Я потерпел техническое поражение из-за того, что мне сказали, что, возможно, у меня перелом челюсти, или она сломана. В любом случае, я хотел бы сказать всем, что это мое второе поражение в Махаче. Я все равно считаю себя воином. Может быть, я не лучший боец и не стану чемпионом. Но я верю в свои силы, и мой род знает, что я могу себя показать. Поэтому я хочу всем вам сказать, когда у меня появилась возможность выступить в Махаче, я эту возможность взял в кулак и посмотрел. Возможно, это мое, я попробую. Я попробовал, да. Второе поражение, значит, это не мое. Я пойду дальше, я найду ту сферу в своей жизни, где я смогу достичь Олимпа. И я хочу каждому из вас сказать, что вы тоже не останавливались на поражениях. Поражение – это лишь опыт. Идите дальше, идите к своим мечтам, ищите себя. Всем спасибо. Мужик, настоящий мужик. Амирбек, поздравляю тебя с победой. Это отличный дебют и отличная заявка для этой весовой категории. Как тебе ощущения? Как тебе у нас? Супер. Хочу еще драться, выступать, побеждать. Хочу поблагодарить всех, кто приехал поддержать, родных, близких и организацию за такую возможность здесь выступить. Ну и соперника. Красавчик. Спасибо. Спасибо. Илья Бурый, один из самых харизматичных бойцов нашей организации. Я думаю, мы его еще увидим. Он на эмоциях там сказал, что это не его. А может, это его, просто потренироваться надо. Так что, Илья, ты там подумай еще. Характер у тебя есть, физуха тоже. Чуть-чуть техники, и все получится. Давайте узнаем мнение нашего жюри. Артем, как тебе данный поединок? Да, было, конечно, круто. Бурый показал характер. Я, если честно, думал, что он уже не встанет после такого удара. Реально он поплыл. То есть судья тоже молодец. Вовремя прыгнул. Спас ему здоровье. Но он поднялся. Молодец, Бурый. Ну, а, конечно же, Амирбек, красавец. Отработал хорошо. И ждем тебя на следующем турнире. Амирбек, тебя с победой. Реально очень крутой бой показал. Красивый нокдаун сделал. Бурый показал характер. И я думал, что после нокдауна его уже не допустят, потому что шишка была на виске. Я не знаю, как его допустили. И он вернулся, показал и реально сделал неплохие атаки. Но в связи с тем, что угол снял его, я думаю, что тебе не стоит еще заканчивать. Еще у тебя все впереди. Слушай, что люди говорят, Илья. Вперед! С победой. Молодец. Бурому хотел бы обратиться. Бурый, ты не проиграл для меня, ты, наоборот, выиграл, ты воин, потому что ты сдержал, мать твою, свое слово, блядь, ты красавчик, я тебе говорю. Как данное в последний раз, если помнишь, ты красавчик. Спасибо нашему жюри. Бойцы красавцы. Будем рады вас еще видеть у нас. Спасибо большое. Привіт, мене звати Олійник Назар, мені 20 років, я з міста Переяслав, Хмельницький. Приїхав з метою показати бій на голих кулаках та відчути знову цей мандраж до бою. Переваги в кожного бійця свої, не можу нічого сказати перед боєм. Я не готувався до бою цілий рік, але неділя підготовки і я готовий показати красивий бій. Настрій
винятковий, круто все. Як сказала моя дівчина, покажи справжній клас та кайфани від бою. Супернику хочу побажати удачі, а глядачам красивого бою. Меня зовут Галой Евгений, я из города Киева. Приехал для того, чтобы проявить себя на ваш турнир, ну и заработать денег. Я владею ударной техникой, являюсь кандидатом мастера спорта по боксу. В принципе, это мое преимущество основное. Серьезной подготовки не было как таковой. Бегал, по лапам бил. В принципе, и все. Настрой на бой выйти, показать себя, показать красивый бой и порадовать зрителей. Наша следующая пара. И первый боец. Олейник Назар по прозвищу Чикатило. Назар приехал к нам из города Переяслав-Хмельницкий. Его рост 182, вес 74 и ему 20 лет. Является КМСом по боксу. Трижды чемпион Киевской области, участник чемпионата Украины. Ранее работал охранником в клубе. Сегодня у него дебют в нашем промоушне, поэтому давайте поддержим Назара. И поприветствуем его оппонента Гела Евгений по прозвищу Бульдог. Женя из города Киев. Его рост 181, вес 72. Ему также 20 лет. В спорте 7 лет. Первое боевое направление кудо. Является КМСом по боксу. На данный момент учится на тренера по боксу. Сегодня Женя очередной наш дебютант, поэтому давайте его поддержим. Бойцы на середину. Напоминаю правила. Затылочная, височная, позвоночная часть не бьем. В клинче затылок тоже не бьем. Открытые ладони не бьем. Любая техника запрещена, кроме боксерской. Кулачный, красивый, честный бой. Слушаем внимательно мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Разошлись. Судьи готовы? Готовы, судьи? Готовы? Первый раунд. Время. Бой! Так, дорогие друзья, первым начинает. О, сразу пошли бойцы. Склинчевались, сразу дали понять, что... Чикатило. Да, Чикатило в желтых. Агрессивный. Слушай, хорошо встречает он своего оппонента, Бульдога. Напоминаю, что Бульдог в черных тейпах, в желтых тейпах у нас Чикатило. Итак, на встречных курсах бойцы не боятся рубиться. Да, ну смотри, Чикатило очень хорошо залетает, знаешь, но второй Бульдог очень хорошо отходит. Он может на этом его споймать, на самом деле. Споймать, но пока... Видишь, очень как конкурентный бой. Как встречает, как пытается встретить Бульдог своего оппонента. Главное, чтобы они активные такие оставались, потому что вот эта активность, как мы успеваем заметить, бывает только на 1 минуту. Это да. Попал сейчас хорошо. Ну, не хорошо, но зацепил немного. Как заряжается на удар. Удары очень слышно. Слышно по корпусу. Ты посмотри на Чикатило и на его корпус. Хорошо на самом деле это очень опасный удар по сердцу. Пропустил сейчас левый боковой, пропустил Чикатило. Обрабатывает Чикатило корпус. Чикатило работает более как боксер. Вот именно вот это классическое раз-два. Такие более ровные. Смотри, джеб ровненький такой. Не размашистый. Бульдог, в свою очередь, так прямо размашисто залетает. Да, но залетает. Залетает, да.
О, смотри, Вновь и по корпусу. корпус опять. Он просто... Очень опасные удары в район сердца. И острый джеб. Еще один. О, какой хороший кросс был в исполнении Чикатило. Еще один догонку. Ну смотри, Бульдог не делает выводы. 3 двойки почти залетело. Он не сделал выводы. Так, последние 10 секунд у нас первого раунда. И отлично уклонился от удара у нас Чикатило. Смотри, сейчас опять двойка залетит от Чикатило. Не, Ну, все, уже, да, уже на... Может, под конец он хотел выдать, но хороший раунд. Очень отлично. Слушай, Чикатило с первых, там буквально с первых секунд начал уже по корпусу работать. Такие шлепки были, если посмотреть. Встречает, он пытается прям встречать его жестко. Да. 10 секунд готовность. Судьи готовы. Судьи готовы. Судьи готовы. Второй раунд. Время. Бой! Раз-два ушел. Хорошо работает. Видишь, Хорошо работает Чикатило Чикатило. конкретно раз-два. Такое вот именно как раз-два. Да, двойками, в основном двойками насыпают. Тут большего, в принципе, и не надо. Да, многосерийно, прям таки многосерийно не насыпает удары, но я думаю, если он почувствует только кровь, да. Ну, видишь, Бульдогу сказали, наверное, вперед идти. Поэтому могут сыграть плохую шутку с ним. Да, видишь, уже есть первые звоночки. Потому что Чикатило, ну, я смотрю, он, ну, возможно, у него там небольшие какие-то достижения, но у него реально хорошая техничная двойка. Вот здесь был хороший эпизод, но видно... Но не докрутил корпус. Да, не докрутил. Стоял бы хорошо, упал. Я немного тыкнул, но в свою очередь Бульдог тоже попадает. Попадает и джебом, вот был эпизод. И... Но если смотреть по всей картине вот на данный момент, первый раунд и вот часть второго раунда, то, конечно, преимущество за Чикатило. Да. Надо подсобраться Бульдогу. Очень хорошая двойка. Молодец. Джеб резкий, быстрый, ровный, четкий. И прям корпусом закидывается туда, на дальнюю. Вот здесь было то, что провалился. Провалился Чикатило. Бой! Да, видно, уже пытается больше работать. Слышим секундата, чтобы он провалил. Отличное попадание от Бульдога, прям залетел таким ударом. Бульдогу подсказывают, чтобы он его провалил. Они правильно ему подсказывают. Чикатило надо только провалить. Да. И тогда он может что-то сделать. Бой! Стоп! Есть, конец второго раунда. Отлично, отлично, ну, в принципе, технично. от Бульдога было только одно попадание, да. Серьезное такое. Здесь этот раунд реально за Чикатило. Слушай, подобрали вообще пары вот на второй сезон? «10 секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Заключительный третий раунд. Время. Бой! Так, дорогие друзья, у нас уже третий раунд.
Да, подсказывают, уже настраивают секунданты своих спортсменов, что третий раунд, заключительный отрезок этого поединка. Но дальше Чикатило продолжает. Видишь, как он ныряет, заныривает и просто хорошо работает корпусом, уходит от ударов. Мне кажется, Бульдог поверил в себя. Не прихватываем. Бой! Без прихватов. Без прихватов. Брейк. Ребята, напоминаю, без прихватов. Бой! Я немного Бульдог в себя поверил, и сейчас очень третий раунд, я уверен, что он заберет. Если не пропустит, конечно. Да, если не пропустит, но я бы посоветовал, конечно, подключить клинчи. Чикатило? Да. Ему нужно просто уже немного засушить бой. И все. И вот так вот надо работать. Чикатило уже тянет удары. Бульдог сейчас может поймать навстречу его. Но пока, видишь, джеб он встретил хорошо. Чикатило. Да, и подсказывает Чикатило. 1-2, 1-2, но... Видно, уже и немного не хватает сил Бульдогу для сильного акцентированного удара. Хотя нет, он дал о себе знать. Брейк. 20 секунд, ребята, поддержим бойцов. Последние секунды, последние 15 секунд у нас поединка. И да, вот видишь, мы помним, как они начали, что мы даже очень подумали, хорошо, чтобы они додышали нормально. Чикатило все делает правильно, клинчуют, ему и так и надо и работать. Брейк. Бой! Ну, тут бой за Чикатило, я думаю. Молодцы, достойный бой. Да. Ну, я думаю, здесь Чикатило победил. Был более активный. На самом деле, если бы... Бульдог его поздно прочитал. Да. Он в третьем раунде, он хорошо отработал. В данном поединке раздельным решением судей победу одержал Олейник Назар по прозвищу Чикатило. Ребята, поздравляю вас с дебютом. На самом деле вы прошли полную дистанцию. Я считаю, это боевое крещение. Женя, Назар, красавцы оба. Обратите внимание, оба кандидата в мастера спорта, хорошая техника и самое, наверное, что сегодня редкость, чистые лица, практически без травм. Молодцы, ребята, всем бы так. Как оцениваешь свой дебют, Жека? Ну, в принципе, можно было лучше. Не хватило, конечно, функциональной подготовки. Мало тренировался, вот, учитывая перерыв, который был. А так, в принципе, спасибо большое вашей организации за возможность выступать. Ребятам, которые меня поддерживали. Всем спасибо. Соперник отличный, показал хороший бой, характерный. Всем спасибо, всем спорт. Спасибо большое. Спасибо. Назар, поздравляю тебя с победой. Очень хороший технічний боєць. Як тебе дебют в нашій організації? Мені дуже сподобалось. Дякую всім, хто підтримував. Не так давно почав займатися знову. Після одного року, як я не займався, варив кофе, тяжеліє чашки кофе в руки не держав. І як я сьогодні почув фразу від моєї дівчини, ми прощались перед тим, як я йшов сюди, вона сказала: Назар, просто кайфуни. Я це зробив. Дякую всім. Спасибо тебе. Спасибо. Отличный бой, отличные бойцы. Узнаем теперь мнение нашего жюри.
Саша, как тебе данный поединок? Ребята, с дебютом вас. Вы показали действительно красивый, хороший бой. Я вам желаю только процветания в этом направлении и чтобы себя реализовали здесь. Да, хороший бой. Ребята, в принципе, работали довольно-таки ровно. Чикатило в первых 2 раундах работал более технично и точно, попадал точнее. Третий взял Бульдог. Но в целом довольно-таки равный бой. И я удивлен, что лица чистые, потому что ребята, то есть, газовали, оба шли вперед. Был бой очень активный. И ты говоришь, функционалки не хватило, но в принципе работали вы очень хорошо. И даже в третьем за счет функционалки ты как раз и стал вывозить, потому что Чикатило чуть-чуть подустал. Но вообще бой был интересный и хороший. Красавцы. Также скажу, что бой был очень равным. Я думаю, ребята еще 2 раунда на изи бы вывезли, в принципе. Очень хорошо двигались, очень хорошо работали, быстро. Чикатило, тебя с победой. Никому не рассказывай, почему Чикатило, на пресс-конференции потом расскажешь, почему. Мне очень интересно. Бульдог, тебе удачи, еще увидимся. Ребят, вы красавцы, спасибо вам большое за бой. Ждем ребят еще у нас и заслуживают бонуса за такой отличный дебют. Молодцы, ребята.